Здравствуйте, вы тоже здесь бронируете билеты? Привет. Да, я решил попробовать онлайн-бронирование. Я в первый раз бронировала билеты онлайн вчера. Это было проще, чем я думала. Правда? Мне немного страшно что-то не так сделать. Не волнуйтесь, все очень понятно и удобно. А вы через какой сайт бронировали? Я использовала сайт этой агентства. Очень удобно. Я заметил много событий в Санкт-Петербурге и Москве. Да, я купила билеты в театр на Тверской улице. А вы на какое мероприятие хотите пойти? Я хочу посмотреть концерт группы «Машина времени». Здорово! Я слышала, что там отличная атмосфера. Вы получали электронный билет на почту. Да, билет пришел сразу после оплаты. Наверное, это очень удобно, не надо стоять в очереди. Конечно, можно просто показать билет на телефоне. А если возникнут проблемы с билетом на входе? Я думаю, сотрудники помогут решить вопрос. Вы когда-нибудь возвращали онлайн-билет? Один раз я поменяла дату. Это было несложно. Просто написала им сообщение через сайт. Спасибо, теперь мне спокойнее бронировать онлайн. Не за что. Главное, внимательно вводить данные. Какой способ оплаты вы использовали? Я платила банковской картой. Все быстро прошло. Хорошо, у меня тоже есть карта. Попробую. Часто билеты продаются со скидкой только онлайн. Интересно, я не знал об этом. Желаю вам удачной покупки и приятного концерта. Спасибо большое. Вам тоже хорошего вечера. До свидания. До встречи. Привет, Игорь. Узнала тебя сразу у шкафчиков. Привет, Марина. Давно не виделись. Как дела? Все хорошо. Смотрю на школу, вспоминаю былые дни. Да, сегодня день открытых дверей. Помнишь, как было? Конечно. Я волновалась, когда впервые сюда пришла. Я тоже. Было интересно пройтись по коридорам тогда. Учителя показывали классы. Все казалось большим. Мне особенно запомнился кабинет химии. Там стояло много колб и пробирок. Я больше любила библиотеку. Много книг и тишина. Читал в библиотеке иногда перед уроками. А помнишь, как проводили экскурсии для новых учеников? Помню, старшеклассники объясняли, где что находится. Ты был таким экскурсоводом один раз, верно? Да, водил группу пятиклассников. Они смешные были. Они всегда терялись около спортзала. Кстати, спортзал казался огромным в детстве. Точно. А еще столовая пахла пирожками. Я всегда брала чай с лимоном на перерыве. Мне нравился компот, такой сладкий. Иногда был плов, вкуснотища. Ты часто и сейчас вспоминаешь эти дни. Да, здесь было много хороших моментов. Я тоже скучаю по школьным друзьям. Иногда встречаю кого-то на улице, приятно говорить. Жаль, что годы так быстро прошли. Но здорово снова оказаться в этих коридорах. Согласен. Все прошло, но память осталась. Может, сходить посмотреть наш старый класс? Давай. Интересно, что изменилось. Пойдем вместе, вдвоем веселее. С удовольствием, Игорь. Поболтаем по дороге. Здравствуйте, вы слушаете аудиокниги? Здравствуйте. Да, очень люблю слушать аудиокниги. О, правда? Я тоже слушаю их часто, особенно в дороге.
Какие книги вы обычно выбираете? Я люблю русскую классику. Вчера слушала Чехова. А вы что предпочитаете? Мне нравятся детективы, например, Борис Акунин. Интересно, вы слушаете по вечерам или днем? Обычно вечером перед сном. Помогает расслабиться. Я слушаю по утрам, когда готовлю завтрак. Можно делать дела и слушать книгу. Согласен, это очень удобно. А как вы находите новые книги? Я часто смотрю рекомендации в интернете. Иногда спрашиваю друзей в Санкт-Петербурге. У меня есть подписка на приложение для аудиокниг. Там много новинок и популярных авторов. В каком приложении вы слушаете книги? Я пользуюсь Litres. Очень удобное приложение. Спасибо, я попробую Litres. Сейчас у меня другое. Какая у вас любимая книга в аудиоформате? Наверное, «Мастер и Маргарита». А у вас? Мне очень понравился Азазель Акунина. Вы слушали когда-нибудь зарубежные книги на русском? Да, слушал Гарри Поттера в переводе. Интересно, я только на русском пока слушаю. А вы используете наушники или колонку? Дома слушаю через колонку, а в транспорте – наушники. Я тоже так делаю. У меня удобные беспроводные. А сколько времени в день вы слушаете книги? Около часа каждый день. А вы? Я слушаю меньше, 30 минут в день. Здорово. Аудиокниги делают ожидание приятнее. Да, особенно сейчас, пока мы ждем приема. Здравствуйте, вы не подскажете, как пользоваться этим киоском? Здравствуйте. Конечно, я помогу вам. Вы заезжаете в отель? Да, сегодня мой первый день в Москве. Я ничего не знаю. Понимаю. Вам нужно вставить паспорт в сканер. Вот мой паспорт. Сюда вставлять? Да, вставьте здесь, на зеленую подсветку. Спасибо. После этого что делать? Теперь выберите язык на экране. Русский подходит. Можно выбрать русский. Спасибо, я выбрала. Сейчас киоск просит ввести номер бронирования. У меня есть письмо с номером. Вот он. Введите его вот здесь на экране с помощью клавиатуры. Я ввела номер. Что дальше? Система ищет вашу бронь. Вот, нашла. О, отлично. Теперь что происходит? Проверьте свои данные: имя, фамилия, даты проживания. Да, все правильно. Дальше нажать «Подтвердить». Совершенно верно. Нажмите «Подтвердить». Готово. Теперь пишут «Введите номер телефона». Введите ваш мобильный номер, чтобы получить ключ. Я ввела номер. Киоск что-то печатает. Это выходит ваша карта-ключ для номера. Спасибо большое. Как пройти к лифтам? Идите прямо, потом поверните налево, там будут лифты. Супер, я вас поняла. А завтрак где проходит? Завтрак проходит на первом этаже, справа от входа. Спасибо. А если возникнут вопросы? Можно снова подойти ко мне или спросить на ресепшн. Спасибо большое за вашу помощь. Очень выручаете. Не за что. Приятного проживания и успешной поездки. Спасибо. До свидания, хорошего дня. До свидания. Отличного отдыха в Москве. Привет. Ты часто работаешь на улице в парке? Привет. Да, мне нравится работать здесь, на свежем воздухе. Мне тоже приятно быть среди деревьев и зелени. Какую работу ты обычно делаешь на улице? Я часто читаю или работаю за ноутбуком на скамейке.
Иногда я рисую пейзажи парка. А ты? Я преподаю уроки йоги на траве. Группа небольшая. О, интересно. В каком парке ты обычно проводишь занятия? Я часто прихожу сюда, в парк Горького в Москве. Здесь тихо и просторно, удобно для всех. Я тоже люблю этот парк, особенно утром, когда мало людей. Утром здесь свежо, часто можно услышать птиц. Согласен. Мне нравится пить кофе после работы в парке. Я беру с собой термос с чаем из дома. А ты обычно работаешь один или с друзьями? Обычно один, но иногда встречаюсь с коллегой Ильей. Мы обсуждаем идеи для проектов прямо здесь. Практично. На свежем воздухе мысли приходят легче. Да, и меньше стресса, чем в офисе. Ты работаешь удаленно или у тебя есть офис? Работаю удаленно, сейчас это удобно для меня. Я тоже предпочитаю гибкий график работы. Ты не боишься дождя или ветра на улице? Когда идет дождь, мы переносим занятия под навес. Ветрено бывает редко, чаще просто приятно. Иногда парк бывает шумным, дети играют. Да, но к этому быстро привыкаешь. Я бы хотел попробовать занятия йогой на улице. Приходи на следующей неделе, будет интересно. Спасибо, обязательно попробую. Буду рада видеть тебя в группе. До встречи в парке, Екатерина. До встречи, Андрей. Хорошего дня. Добрый вечер. Вы тоже ждете ночной поезд? Да, здравствуйте, я жду поезд до Москвы. Ой, я тоже еду в Москву. Нравится ездить ночью? Мне нравится. В поезде спокойно ночью. А мне немного страшно ночью, но поезд удобный. Я согласен. В поезде уютно, можно читать книгу. Я люблю смотреть в окно на огни города. Красиво, когда все тихо и пусто на улице. Вы часто ездите ночью? Да, раз в месяц. Работа в Москве. Я еду навестить сестру. Она живет в центре. Здорово. В центре Москвы очень красиво ночью. А вы всегда берете поезд, не автобус? Автобус мне не очень нравится. Шумно и тесно. Согласна, в автобусе сложно спать ночью. Да, а в поезде можно поспать на полке. Я беру чай в вагоне-ресторане. Настоящая традиция. Тоже люблю поездной чай с лимоном и сахаром. А такси вы пробовали ночью? Дорого, да? Да, такси дорого и не всегда безопасно ночью. Поезд спокойнее. Вокруг люди, не страшно. И поезд не опаздывает обычно ночью. Да. И меньше пробок на дорогах. Мне нравятся ночные поезда старого типа. С лампами и простыми купе уютно, да. Точно, на вокзале ночью тоже спокойно. Минус только долго ждать свой поезд. Согласен, но сейчас тут тихо, можно поговорить. Очень приятно познакомиться. Я Ольга. Очень приятно, Ольга. Я Игорь. Надеюсь, поезд скоро приедет. Уже хочется чаю. Скоро объявят посадку. Поедем вместе до Москвы. Привет, как тебя зовут? Я Ольга. Здравствуйте, Ольга. Я Игорь. Очень приятно, Игорь. Ты здесь впервые? Да, я только что пришел. Хочу научиться рисовать. Отлично. Я тоже хочу научиться чему-то новому. Ты уже рисовал раньше? Нет, я только люблю смотреть картины в музеях. Я тоже люблю ходить в галереи, особенно в Москве.
Да, в Москве хорошие выставки. А тебе что больше нравится? Мне нравится акварель. Она очень нежная и яркая. Я бы хотел попробовать живопись маслом. Это интересно. Я слышала, что это сложно. Наверное, но здесь хорошие учителя помогут. Ты записался на какой-нибудь курс? Пока нет. Думаю начать со скетчинга. Я советую попробовать лепку из глины. Это весело. Вчера я сделала маленькую вазу. Здорово, ты показывала ее друзьям. Да, им понравилось. Теперь хочу сделать чашку. А я, может быть, начну с натюрморта. Ты любишь рисовать фрукты или цветы? Думаю, попробую яблоки и лимоны. Они красивые. Если хочешь, давай попробуем вместе. Отличная идея. Вдвоем веселее учиться. Можно поделиться кисточками и красками. Да, и спросить совет у преподавателя. Я слышала, что вечером будет мастер-класс. Правда? О чем он будет? Про декоративную роспись. Хочешь пойти? Конечно, с удовольствием. Тогда встретимся здесь после обеда. Договорились. До встречи, Ольга. До встречи, Игорь. Приятной работы. Здравствуйте. Вы тоже пришли отправить посылку? Здравствуйте. Да, я жду, когда меня позовут. Я часто продаю вещи онлайн. А вы? Да, недавно начал. Продаю старые книги. Это интересно. Я обычно продаю одежду. Очень удобно, что есть такой пункт выдачи. Согласен, не нужно бегать на почту каждый раз. В каком магазине вы продаете? Обычно через Авито. А вы? Я пользуюсь Юлой и иногда Wildberries. Ага, многие мои друзья пользуются Юлой. Иногда покупатели быстро забирают товар. Но иногда приходится ждать неделю или больше. У меня тоже так было. Ждал, пока человек придет. Но зато все просто и понятно. Продавать онлайн проще, чем на рынке. Да, не нужно арендовать место. Иногда бывают проблемы с оплатой. Один раз мне не перевели деньги сразу. Мне всегда везло, деньги приходили быстро. А как быстро доставляют посылки у вас? Обычно за 2 дня посылка уже здесь. Последний раз это заняло всего 1 день. Это быстро, наверное, потому что мы в Москве. Да, в крупных городах все работает лучше. Я вот не люблю долго упаковывать книги. У вас есть секрет быстрой упаковки? Я покупаю готовые почтовые пакеты. С ними удобно. Положила. И готово. Спасибо, попробую так сделать в следующий раз. Всегда пожалуйста. Если есть вопросы, спрашивайте. Спасибо, приятно было пообщаться. Взаимно желаю удачных продаж. Здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Игорь, а вас? Меня зовут Анна. Приятно познакомиться, Игорь. Взаимно, Анна. Вы часто приходите в этот центр? Да, я прихожу сюда каждую неделю. А вы? Я здесь второй раз. Мне нравится атмосфера. Тут уютно и всегда интересно общаться. Согласен. Чем вы любите заниматься в свободное время? Я люблю читать книги и играть в шахматы. А вы? Я часто смотрю фильмы и гуляю в парке. Вы ходите в парк возле центра? Да, в сквер на улице Ленина. Там красиво. Я знаю этот сквер, мне там тоже нравится. Иногда я рисую картины в выходные.
О, вы художник? Это очень интересно. Нет, я только учусь. Это мой хобби. В центре есть кружок рисования по вечерам. Правда? Я не знал. Вы там были? Да, несколько раз. Там дружелюбные люди. Может, вам стоит попробовать занятия? Спасибо, хорошая идея. А вы участвуете в других кружках? Я иногда посещаю литературный клуб по пятницам. О чем вы там обычно говорите? Мы обсуждаем книги, иногда читаем стихи. Мне бы хотелось послушать, но я не очень хорошо читаю стихи. Не переживайте, можно просто слушать и общаться. Спасибо, я подумаю. Какие книги вам нравятся? Я люблю русские классические романы. А я люблю книги о путешествиях и природе. Это интересно. Может, вы расскажете о любимой книге? С удовольствием. А вы расскажете о своей? Конечно, давайте обменяемся историями. Какой сегодня хороший день на площади, правда, Игорь? Да, Оля, мне здесь всегда нравится. Много людей и радости. Ты помнишь, как мы смотрели уличное шоу здесь в прошлом году? Конечно, помню. Тогда выступала та веселая группа музыкантов. Да, они играли на гитаре и барабанах возле фонтана. Мне так понравилось, как дети танцевали рядом с ними. А ты помнишь того жонглера с яркими мечами? Да, он был очень ловкий. Столько аплодисментов было. Я тогда даже сфотографировал его на телефон. Покажешь потом фото. Я бы хотела вспомнить тот момент. Обязательно. А еще был клоун, который смешно рисовал лица. Он нарисовал маленькому мальчику на щеке тигра, помнишь? Да, мальчик так радовался, что не хотел смывать рисунок. А были еще два уличных артиста с мыльными пузырями. Они делали огромные пузыри, дети их ловили и смеялись. Я люблю, когда на площади так много разных артистов. Они создают хорошее настроение у всех. В Санкт-Петербурге уличные выступления всегда интересные. Я однажды видел здесь фокусника, он показал чудо карты. Правда? Я никогда не видела фокусника вживую. Может быть, в этот раз тоже кто-то покажет фокусы. Будет здорово. Интересно, кто сегодня будет выступать. Пока на площади звучит только музыка на саксофоне. Мне нравится саксофон. Он напоминает мне о лете. Согласен. Атмосфера здесь очень теплая и уютная. Когда я была маленькой, нас часто водили на такие шоу. Мои друзья всегда просили у артиста автограф. Иногда артисты разрешают попробовать их инструменты. Как бы я хотела научиться играть на гитаре. Можно будет как-нибудь пойти на мастер-класс вместе. Отличная идея. Тогда у нас будет еще больше веселых воспоминаний. Время, проведенное на площади, всегда особенное.